И что вы думаете? Это, наверное, заразно. Решила я сделать еще один узорчик. Вот с такой пряжей, светлый такой, нежно-нежно-голубой. Очень красиво, очень мягенько. Угу. Давайте свяжем еще один узорчик. Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный большой-большой привет. Слова благодарности, вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, да, это уже третья расцветочка. До этого у нас были нежно-сиреневые, такие персиковые ниточки. Сегодня такой вот нежно-голубой цвет и с новым узорчиком. Цвет на камеру передается более насыщенный, сразу говорю. Он на самом деле чуть-чуть побледнее, такой нежненький, приятненький. Ниточки, повторюсь, Нака Мохер Деликат. Дальше идем, смотрим, что у нас здесь в составе. В составе 5% мохер, да, 5% вернее мохера, 10% шерсти, 85% премиального акрила. И сразу вам скажу номер, чтобы не забыть. Номер 214. Здесь нам советует производитель, берите крючок номер 4, но я беру троечку. Я как бы вязала троечкой. Мне, в принципе, все понравилось. Я беру троечку, вы берите крючок, который соответствует вашей плотности вязания, которым вам удобно вязать. Опять же, подбирайте под свою пряжу. Точно так же посмотрите, что вам здесь советуют, и берите такой же крючок. И еще один момент, который я хочу вам уточнить. Сейчас я найду, уточню и найду. Вот, смотрите, в 100 граммах 500 метров. Поняли? В 100 граммах 500 метров. Вот такие вот интересные ниточки. Ну что, свяжем. Итак, для начала хочу показать ниточку, особенно новичкам. Смотрите, она пушистая, не сильно, но пушистая. И вот видите, вот эти вот волоски могут цепляться, да, если пока у вас опыта нету в вязании данной пряжи. Поэтому крючок сильно тоненький не берите, да, берите чуть потолще. И заранее просчитывайте все петельки, все столбики, потому что распустить будет очень сложно. Ну, возможно, но сложно. А так ниточка очень классная. У меня сегодня узорчик получается, раппорт у него будет 12 петелек. Поэтому предлагаю набрать 3 раппорта и дополнительную петельку, чтобы красиво закончился ряд. Итого получается 37 воздушных петелек я наберу. А вы смотрите, как вам удобнее. То есть раппорт узорчика 12 петелек. Итак, для начала все как всегда делаем петельку фиксации. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Внимательно, аккуратно. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и в 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это получается у нас столбик с накидом. 1. И вот эти 3 петельки подъема, столбик с накидом 2. А теперь внимательно смотрите. Накид. Пропускаем одну петельку цепочки и в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Есть. Первый столбик с накидом. Далее в следующую петельку цепочки провязываем второй столбик с накидом. И в следующую петельку цепочки провязываем третий столбик с накидом. Угу. Вот так вот. Идем дальше. Накид. И в следующую петельку будем делать рогатку. Нырнули в петельку цепочки, провязали столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька, и сюда же опять ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот рогатка. То есть от одного основания, видите, вышли 2 столбика. Есть. Далее накид. Следующие 3 петельки цепочки провязываем как 3 столбика с накидом. 1, 2,
и 3. Первый ряд всегда набирается чуть медленнее, чем все остальные, поэтому не тушуйтесь, не переживайте. Вот, смотрите, вот такая у нас получается картина. 3 столбика, рогатка, 3 столбика. Далее, будьте внимательны. Теперь мы пропускаем 2 петельки цепочки, 1, 2. И в третью петельку ныряем и будем провязывать пышный столбик. Вытягиваем ниточку и не провязываем ее, подтягиваем. Вот так вот, раз, держим на крючке. Накид. Сюда же, получается, опять ныряем и протягиваем также вторую ниточку, 2. Накид. Сюда же ныряем и вытягиваем ниточку, 3. Так. Вы можете делать 3 раза так, да, и потом дальше провязывать пышный столбик. Можете 4, 5, 7 и так далее. Чем пышнее столбик, тем эффектнее он смотрится, но тем больше он пряжи кушает. Поэтому смотрите, как вам удобнее. Я сделаю из 5 петелек 5 накидов. Далее, получается, будет у меня 4 и 5. А теперь все вместе я провязала и зафиксировала. Вот такой вот пышный столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же, в эту же воздушную петельку, да, цепочки, я ныряю и провязываю точно такой же второй пышный столбик. Накид 1, сюда же нырнула, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязала, зафиксировала. 3 воздушные петельки и еще раз сюда же делаю третий пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Провязала, зафиксировала. Смотрите, что у нас получается. Видите? Вот такая красота. Идем далее. Мы должны опять пропустить 2 петельки цепочки. Вот, внимательно будьте. 1, 2. В третью петельку ныряю, провязываю столбик с накидом. 1. В следующую петельку ныряю, провязываю столбик с накидом 2. И в следующую петельку ныряю, провязываю столбик с накидом 3. Угу. То есть все будем провязывать как точно так же, как и с этой стороны. 3 столбика, рогатка, 3 столбика. Вот наши 3 столбика. В следующую петельку цепочки провязываю рогатку, то есть столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Угу. И дальше опять также 3 столбика. 1, 2, 3. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Есть. То есть у нас как бы получается за счет вот этих вот рогаточек вот так вот зигзаги небольшие. Понятно? В дальнейшем, когда у вас узорчик вырастет, здесь будет такой вот зигзаг. То есть рогатка это будет верхушка зигзага. Далее опять пропускаем 2 петельки цепочки. 1, 2. И с третьей начинаем провязывать точно такие же 3 пышных столбика, как мы уже и вязали. Накид 1, накид 2, накид 3. Дальше я буду 4 делать и 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Поняли, да? То есть вот сейчас вы провязываете точно так же 3 пышных столбика и до конца ряда продолжаете вязать точно такие же зигзаги, да, сколько вы здесь петелек набирали. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда, да, заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть после последних вот этих вот столбиков, да, рогатка, 3 столбика, пропускаем одну петельку цепочки и далее провязываем последние 2 столбика с накидом. 3 петельки подъема, поворот. И теперь смотрите внимательно. Следующий вот этот вот столбик мы будем провязывать как рельефный лицевой столбик с накидом. То есть заводим крючок за наш столбик вот таким вот образом. Столбик получается перед крючком. Вытягиваем ниточку, а дальше провязываем по 2 петельки, 2, 2, как обычный столбик провязываем. В дальнейшем, когда узорчик немножко вырастет, вы увидите, какие рельефные столбики будут красивые. Что делаем дальше? Накид. Вот у нас шли 3 столбика. 3 столбика, рогатка. Так вот, из этих 3 столбиков первый мы пропускаем, не провязываем. Начинаем со второго. Точно так же будем провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Первый столбик. Второй точно так же. Завели крючок за
столбик, столбик перед крючком и провязываем по 2 петельки. Второй столбик и у рогатки берем столбик и провязываем за ножку рогатки наш третий столбик рельефный лицевой. Есть. Далее вот наша рогатка, вот наша арочка из одной воздушной петельки. Мы ныряем в эту арочку и провязываем еще одну рогатку. То есть столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вот у нас над рогаткой будет рогатка. Далее смотрите, опять идут столбики. Ножка от рогатки мы считаем как первый столбик, первый, второй, третий. Провязываем как рельефные лицевые столбики с накидом. А последний не провязываем. Понятно? Так, смотрите, накид. Вот он, первый столбик, за ножку рогатки предыдущего ряда беремся, провязываем. Второй столбик. Третий столбик. Последний столбик мы не провязываем. Ни первый не провязываем, ни последний не провязываем. Поняли, да? Вот такая вот будет картина. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся. Вот у нас 3 наши шишечки. 1, 2, 3. За самую центральную шишечку, за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. И опять переключаемся на наши столбики. Помним, что первый и последний мы не провязываем. Начинаем со второго. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом 1. Рельефный лицевой столбик с накидом 2. И за ножку рогатки беремся и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом 3. Угу. Непосредственно в рогатку провязываем саму рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и столбик с накидом 2. Опять 3 столбика провязываем, последний не трогаем. Угу. Все, ничего сложного. 1 рельефный лицевой столбик с накидом 2 и 3. Все, опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся к верхушке вот центрального нашего пышного столбика. 1, 2, 3. Мы ко второму. Присоединились и провязали столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И провязываем опять наши рельефные лицевые столбики. Первый и последний пропускаем. Понятно? Все, давайте вот так до конца ряда. Вот такая красота получается. В конце ряда я вас встречаю. Угу, давайте у вас получится. Так, смотрите, вот практически провязали до конца. И заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть получается, мы, вот видите, последний столбик пропускаем. Да? 3 мы уже провязали. И вот наши 2 столбика. Получается, предпоследний мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. А последний, да, это у нас были 3 петельки подъема. Вот беремся за третью петельку и провязываем обычный столбик с накидом. Он как бы у нас будет как кромочный. Угу. 3 петельки подъема делаем. 1, 2, 3. Поворот. Вот, смотрите, какая у нас получается картина. Но пусть это будет лицевая сторона. Может, кому-то не понравится, будет изнаночная сторона. Вот так она получается. Далее что мы делаем? Следующий столбик точно так же провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Понятно? Вот так вот взялись и провязали рельефным лицевым. Далее смотрите, опять мы пропускаем первый столбик и начинаем со второго. Второй, третий, четвертый, да? Как бы вот так вот, да? Они будут у нас это пропустили, значит будет первый, второй, третий. Мы провязываем опять же рельефным лицевым столбиком с накидом. 1, 2, 3. Угу. У нас идет опять рогатка. Мы в рогатку провязываем точно такую же рогатку. То есть здесь несложно. Эта часть, как бы, да, она будет все время повторяться. Воздушная петелька. И сюда же опять столбик. Это получается вторая ножка рогатки. Следующие наши 4 столбика, да, 3 мы провязываем, последний мы не провязываем. Опять рельефный лицевой столбик с накидом. 1, 2, 3. Есть, да? То есть, если внимательно посмотреть, то вы увидите, что идет подъем, волна, да, и опускается. Далее пышные столбики. Поднимается, опускается, пышные столбики. Поднимается, опускается и так далее, и так далее. Так, продолжаем. Последний мы столбик оставили не провязанным. Далее мы, получается, с вами переключаемся вот к нашему столбику без накида. И будем провязывать точно такие же 3 пышных столбика. Итак, нырнули в столбик без накида. Вытянули ниточку, подтянули, держим. 1,
сюда же 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же второй пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же третий пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и зафиксировали. Есть. Понятно, да? То есть у вас получается вот над зигзагами, да, вот этими будут, получается, над рогаточками рогаточки, над пышными столбиками пышные столбики. Все. Дальше продолжайте точно так же вязать, как мы, получается, вязали сами первый ряд. То есть мы будем повторять третий ряд. Понятно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот что у нас получается в этом ряду. И заканчиваем точно так же. Опять же рогатка, 3 столбика провязали, последний не трогаем. Предпоследний провязали рельефным лицевым столбиком и последний кромочный обычный столбик. 3 петельки подъема, поворот и опять первый столбик, да, вот наш вот этот вот будем рельефным лицевым провязывать. Далее наш вот этот вот зигзаг, да, волну будем точно так же провязывать. Первый столбик пропускаем, со второго провязываем столбик рельефный лицевой с накидом. И в ножку рогатки третий столбик. Опять ныряем в рогатку и повторяем. То есть здесь у нас будет над рогаткой рогатка. То есть здесь ничего сложного. И опять 3 столбика наших провязали. 1, 2, 3. Последний столбик пропускаем. Сейчас мы направляемся вот к центральной, получается, нашей шишечки. 1, 2, 3. Мы ко второй идем. Провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся к верхушке столбиком без накида. То есть мы провязываем точно так же, как мы провязывали с вами второй ряд. 3 воздушные петельки. И опять идем вот на этот зигзаг. Первый столбик пропустили, со второго рельефный лицевой столбик с накидом. Принцип понятен? То есть в одном ряду, получается, вы идете и делаете шишечки, да? То есть зигзаг, шишечки, зигзаг, шишечки. А в следующем ряду повторяйте точно такой же зигзаг, но получается здесь просто присоединяетесь к самой центральной шишечке столбиком без накида. И все. Ничего сложного. 2 ряда. Нам необходимо с вами будет вырастить наш образец, да, на несколько рядочков, чтобы мы поняли всю прелесть данного узорчика. Договорились? Давайте увеличим его. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот у нас такая получается красота с одной стороны. Запомнили, посмотрели. Переворачиваем на другую сторону. Вот такая красота с другой стороны. То есть выбираете, какая вам нравится больше, да? То сторона у вас будет лицевая либо изнаночная. Если вот у вас будет палантинчик, то это получается двусторонний палантинчик. Возможно, это у вас будет кардиган, жилетка, возможно, это будет кофточка, да? То есть, пожалуйста. Если это у вас будут ниточки поплотнее, потолще, это может быть у вас и сумочка, и коврик, и все что угодно, да? Это может быть и наволочки, и накидушечки. Ну, красиво, согласитесь. Воздушно так, нежно, да? Еще и с зигзагами. Вот такая красота. Давайте замерим красоту. Итак, у нас здесь получается как бы на один вот этот вот веерочек, да, будем считать 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, давайте посчитаем 12 рядочков. Здесь мы, получается, я набирала 37 воздушных петелек, это будет 18, ну, практически, да, 19, 18,5 сантиметров. А здесь, получается, 12 рядов. Ну, это, получается, если брать по зигзагу, 11, да. Ну-ка, давайте сместимся сюда. А здесь, получается, ну, практически 12. Вот, то есть низ, получается, если у вас будет изделие какое-либо плечевое, да, низ будет вот как бы таким либо зигзагом вы можете оставить, либо вы можете здесь провязать веерочки. Поняли, да? То есть у вас будут столбики без накида, а здесь, получается, столбики с накидом, да? Столбики без накида, столбики с накидом. Точно так же и сверху. Либо вы сейчас провяжете просто обычными столбиками, да, и ряд немножко выровняется. Либо там, где у вас верхушечка, вы провязываете столбики без накида, да. Там, где у вас низинка, столбики с накидом. И все, и краешек выровняется. Я много показывала в разных видео, да, как краешки выравнивать. То есть все, принцип все только такой же самый. Вот такая вот красота, вот такая вот нежнятина, вот такой вот воздушный узорчик, объемный узорчик в копилочку ваших узорчиков. Сохраняйте себе.
Вяжите с удовольствием. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. А также нажимайте, получается, на стрелочку внизу под видео здесь справа, поделиться с друзьями, с подружками, и на плюсик. Так вы сохраните у себя в плейлистах данный узорчик и можете посмотреть в любое удобное для вас время. Я с вами не прощаюсь, встретимся в новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.